Привет, привет, увлеченные звуком друзья! Сегодня я хочу представить вашему вниманию обзор компактной модели Edifier QD35. К моему удивлению, предыдущий обзор модели похожего решения от Edifier, имею в виду моноблочок, который излучает звуки, имеет набор современных интерфейсов, вызвал небывалый интерес среди людей. Но на самом деле, чем проще, дешевле, компактнее акустическая система, и чем больше опций она охватывает, то есть чем больше функций она имеет, тем она, естественно, популярнее. То есть вовлекаются студенты, школьники, люди, которые слушают музыку фоном, которые не хотят заморачиваться на сложные решения, на сложное обслуживание акустической системы. И таким образом они имеют право на жизнь, оказывается. Я не знал, честно. Ну и хорошо, давайте рассмотрим. Вот такая вот изящная коробочка. Но она довольно тяжелая, я просто очень сильно вот так вот я ее легко держу. Давайте-ка я открою, посмотрим, что там внутри спряталось. Ага. Смотрите, какая интересная штука. Вместо нудного длинного мануала. То есть в рисунках, в картинках показаны действия, которые можно делать с этой акустической системой. То есть управление по Bluetooth. Сканировать можно штрих-коды, получить приложение Edifier, этот самый ConnectX, который позволяет управлять целой линейкой колонок от Edifier. Итак, Bluetooth, время, которое здесь выставляется, но это мы еще рассмотрим. И подключение по USB, в частности, ну и по аналогу, да, кстати, тоже. Ну, приятная штука такая, ни к чему не обязывающая, не требующая длинных предисловий, раздумий, обсуждений, выяснения, на каком языке это все написано и так далее. Вот в коробке еще имеется коробочка с аксессуарами. Причем тут прям таки написано. Все-таки мануал есть. Ну, видимо, это требование торговых сетей, чтобы мануал был. И он такой толстенький, я полагаю, он на разных языках просто дублируется одно и то же. Известная уже по другим моделям тряпица для протирки этой шкурки, этой самой колоночки. И наборчик, видимо, кабелей. Ну, это я уже порвал. Набор кабелей, это чтобы два раза не вставать просто. Кабель мини-джек на мини-джек. Не спрашивайте меня длину этого кабеля. Они все делаются необходимой достаточной длины. Обычно 1,2 метра. Такие кабели. Вот USB-A. И кабель сетевой, съемный. Необходимо для подключения в сеть. Ну что ж, давайте я все это приберу и вернусь к обзору. Сами понимаете, я не мог иначе. Итак, вскрываем колоночки. Колоночку, потому что она одна. Вау. Действительно такая поверхность, что тряпочка может пригодиться. Ага, это я кверх ногами держу. Вот так. Вот так вот она выглядит. Дайте-ка со всех сторон покажу, чтобы вы детально могли посмотреть. Ну, сразу можем и обозреть, собственно говоря. Органы управления. Очевидно, что этой кнопкой выбирается вход, то есть USB, Bluetooth и AUX аналоговый, то есть вход. Это включение пресетов, звуковых пресетов, и это управление световыми эффектами, которые здесь тоже есть, как и в той предыдущей модели, которую я обозревал накануне. Здесь мы видим интересные такие вещи, как то.
два порта фазоинвертора, то есть это портированная акустическая система, двухполосная, забегая вперед, сразу скажу. Ну, здесь написано номер модели, производитель и так далее. Включатель питания, сокет для подключения сетевого кабеля 220 вольт, AUX вход, аналоговый вход, соответственно, USB вход, куча сертификаций, опять же Hi-Res, и проводной, и беспроводной. С этой стороны имеется только USB-C и USB-A. Забегая вперед, скажу, что это для подключения устройств для зарядки. Здесь написано Edifier. Было бы удивительно, если было написано что-то другое. Здесь есть только резиновые ножки. Такие дела. Ну что ж, давайте ее включим и посмотрим, что при этом происходит, как происходит подключение. Я подсоединил сетевой кабель, вот вы видите. И теперь, включив питание сзади, мы увидим какие-то чудеса. Да, чудеса какие-то, собственно, произошли. Появилась какая-то световая схема, световая, как правильно сказать, не знаю. И заработали часы, которые, к моему вящему изумлению, показывают неправильное время. То есть они показывают на час больше, скажем так, чем у меня есть на самом деле. Вот откуда они все это знают? Я еще нигде их не подключал. И, возможно, они проходили сертификацию в Европе, только восточнее. Нет, какая-то ерунда. Не знаю почему, может они просто угадали, у них стояло там просто 14 часов, у меня просто 13:02, так что да, это скорее всего совпадение. Да, я забыл сказать, излучатели. Низкочастотный мидбас, так называемый 3,5 дюйма, и твиттер 1 дюйм, хотя к этому я еще вернусь при обсуждении описания этой системы. Насчет выбора ходов, давайте разберемся сразу. Нажимаем. Вот что, при нажатии на эту кнопку происходит переключение вот здесь. Вот сейчас AUX вы видите. Если я нажму, появится Bluetooth ожидания подключения. Вот сейчас USB. Я хотел бы вам показать это. Так вот, опять AUX, опять Bluetooth, USB. Так. Теперь пресеты же управляются двойным быстрым нажатием на эту кнопку. Вот так вот. Ну вот смотрите. Сейчас выбран, допустим, некий один пресет. Вот я переключил его в другой. Третий. И, возможно, do it yourself, то есть самому назначить пресет. Или вернуться к музыкальному, как здесь и стояло. И переключатель световых эффектов. Честно говоря, мне не хотелось бы это обозревать, потому что я в этом ничего не понимаю. Но вот выведя ее против часовой стрелки, ее можно выключить. В прошлой модели один из популярных вопросов был, как выключить совсем эти световые эффекты. Как и оказалось, это просто нужно вывести. Или ввести и наслаждаться как бы во всю. Возможно, я допускаю, что возможно, на практике, тем более у молодых людей, это световое оформление будет, по крайней мере, не лишним. В любом случае оно здесь есть и как бы не мешает. Теперь давайте почитаем, что Edifier пишут про эту модель в документе для служебного пользования. Вы видите версия 3 и дату, которой этот документ обозначен. Вот в интерьерах в различном наборе оборудования применения этой акустической системы можете полюбоваться и применительно к своим требованиям как бы спроецировать. Вот примерно то же самое. А вот уже по существу. Здесь написано, что это настольная Bluetooth-колонка с нитрит-галлиевым зарядкой для нитрит-галлиевых аккумуляторов высокого качества. Корпус, ультрабыстрая зарядка, двойной аудиовход высокого разрешения, имеется в виду wireless, беспроводной и проводной, почему-то 40 Вт здесь приплели, имеется в виду, что это мощность, выходная мощность усилителей или этой системы, как они полагают в целом. Напомню, что система двухполосная, но не стерео, это моноакустическая система, которая сводит два стереоканала, очевидно, в один. Ну и написано разрешение, с которым эта вся радость работает, до 96 кГц. И с DSP это все работает, и с биампингом разделение есть между... То есть разные усилители работают на эти два динамика, что
делает фильтрацию сигнала для каждого динамика, конечно, оптимальный и очень качественный. Multiple Connection, то есть можно и по Bluetooth подключаться, по USB и по AUX, то есть аналоговое подключение. Ну, это понятно. Хорошо, меня вот это вот смущает. Тут написано твиттер типа 1 дюйм и 19 миллиметров. Тут бы определиться надо как-то. Или 19 миллиметров, или 1 дюйм, что равно 2 сантиметра 54 миллиметра, а не 1,9. То есть это 3/4 дюйма. Непонятно. Но будем полагать, что это как-то так образуется само по себе. Ну и 3-дюймовый динамик вуфера, низкочастотный динамик, 40 Вт общей мощности это все развивает. Да, вот еще раз. Выпускается в 2 цветах, кстати, да, в белом, вот и в черном. Вот как работает зарядка аккумулятора, вы видите, как устанавливаются пресеты, как эквализация осуществляется через приложение DFR Kone X. Вот написано. И как работает цветовая подсветка тоже. Здесь написано. Здесь опять об зарядном устройстве, габариты упаковки, комплектация – это коробки, то есть комплекта, такие кабели, такие аксессуары включены. И здесь уже речь идет о параметрах, перечисляются входы, Bluetooth версии 5.3, указан LDAC, об этом чуть позже еще немножко, и SPS, аудиокодеки, действуют на расстоянии 10 метров очень хорошо. Вот габаритные размеры, 2,54 килограмма, вес твиттер 15 Вт, усилитель, очевидно, на него подает столько, и мид-бас 25 Вт, что тоже как бы немало для такой маленькой колоночки. Вот чувствительность, кстати, расписана. Недавно у меня было обсуждение, почему у человека трифоник в качестве сабвуфера активного работает очень тихо, потому что у трифоников обычно чувствительность вот на таком уровне 600 милливольт, а у активного сабвуфера она начинается от 100 милливольт, то есть раз в 5, в 6, а он более чувствительный активный сабвуфер, чем просто акустическая система, в частности трифоник. Но это я отвлекся. К этой системе это не имеет никакого отношения. Твиттер опять 1 дюйм повторяется и 1 мидбас 3 дюйма. Частотный диапазон 60 Гц, 40 кГц. Откуда взялась эта цифра и с какой неравномерностью эта радость присутствует, неизвестно. Причем указаны шумовые параметры. Если они кому-то помогут, я буду просто счастлив. Вот тут более интересно, допустим, в сравнении с моделью QD25, видимо, младшенькой как бы. Да. Вы видите различия по мощности, вы видите в динамиках 2,5 дюйма против 3,5 дюйма. Вот тут корректно указано 0,75 дюймов. Твиттер здесь все-таки настаивается на том, что это 1-дюймовый твиттер с недюймовым магнитом. Не все с недюймовым магнитом сейчас делаются. Овальный пассивный радиатор в этой маленькой малышке присутствует, в то время как здесь порт фазоинвертора 2 штуки. Кстати, не надо думать, что 2 лучше, чем 1. Это сделано исключительно из конструктивных соображений. На параметры ни порта, ни тюнинга глубины, мощности это не влияет. Хоть 4, хоть 12. Частотный диапазон у этой малышки от 62 Гц, здесь аж от 60. Не надо думать, что это как бы несущественно. Тут может быть совершенно разный баланс, разный букет звучания. То есть эти цифры как бы ни о чем, без указания, без рассмотрения ЧХ, без наложения их друг на дружку и сравнения. Но, тем не менее, цифры приведены хорошо. Bluetooth и USB входы были только в этой системе, без AUX. Здесь есть AUX, то есть аналоговый вход, что как бы хорошо. Здесь зато версия Bluetooth 6.0, здесь версия 5.3, друзья мои дорогие. Прокомментируйте, пожалуйста, кому нужна 6.0, кому достаточно 5.3, а кому наоборот надо 5.3, ни в коем случае не 6.0, мне тоже будет интересно это почитать. Multi-Point Connection здесь есть, а здесь нету, ага. Стерео пайринг здесь, а здесь нету. Ну и SBS это очень хорошо, однако мы читали с вами, что здесь есть еще и что? LDAC. Почему-то не указано, ну не знаю, с чем это связано. Здесь тоже это продолжается сравнение. Тут, оказывается, есть зарядное устройство, питание от батареи, в то время как здесь нет. Ну и перечисляются некоторые другие функции, где чего есть, чего нет. Габариты, вес. Здесь примерно в 2 раза больше, несмотря на то, что здесь есть аккумулятор, а здесь нет аккумулятора, что любопытно.
Ну и приложение такое только здесь, а здесь два приложения, еще какой-то Tempo Hub Application. От компьютера, да, то есть это от мобильного телефона, здесь от компьютера. Такие дела. Это прогресс, как бы, вот есть эта модель 25 с стоимостью грубо $50, и это грубо $200, разница $50, прикиньте, пожалуйста, дорогие друзья, кому это надо, кому надо переплатить, а кто, наоборот, согласен сэкономить страсть со звуком. Резюмируя сказанное и увиденное, я могу сказать, что маркетологи Edifier, видимо, нашли место в нише для этой модели удачно. Ну, потому что раньше я такой не видел, по крайней мере, у Edifier и близлежащих как бы компаний. По звучанию она мне кажется довольно прилично. У меня когда-то был опыт работы в отдаленных условиях, и с собой я возил кассетный тогда еще магнитофон и делал сам себе специально колоночку, которая была примерно вот половина вот этой, кубик такой, туда вставлял еще динамики типа 4GD8E, пытался поставить длинноходное что-нибудь, 6GD, там как он там назывался, я не помню. Но это отвратительно все было, потому что длинноходно, надо было твиттером обрастать это все. Тогда там не было просто такой возможности. Короче говоря, я на этом поприще тоже в свое время потренировался. Я могу сказать, что это очень непросто. Из малого объема получить приличный звук, еще и в широком диапазоне частот. То есть это достаточно мощное, сильное решение, качественное решение. То, что оно стоит $200, как я понял, ну не знаю, как бы им решать. Но я могу так сказать, если отбросить все ненужное, ну, то есть вот эта вот зарядка нитриево-галлиевых аккумуляторов, вот это световое решение, вот эти вот часы, вот эти вот пресеты, хотя пресеты отбросить как бы не нужно, потому что эквалайзера здесь никакого нет, регуляторов тембра, их вводить еще дороже будет, чем кнопку с пресетами. А иногда есть необходимость подстроить оперативно, быстро подстроить звучание под какой-то стиль. То есть, наверное, они нужны. Ну, короче, если вот все лишнее, может, входные интерфейсы, что там, ну, Bluetooth нужен как бы, USB можно вот выкинуть. Ну, короче, если вот все ненужное выкинуть, вот это, ну да, и то вот сейчас на $200 стоит, допустим, будет стоить, ну, там, 170, мне такая. Ну, я так думаю, я не уверен, конечно, но это мое мнение. То есть, как бы сумма не критичная разница, я имею в виду, а вот эти вот все фенечки, они наверняка найдут своего клиента, своего почитателя, которому они окажутся нужны или, по крайней мере, не помешают. Поэтому, мне кажется, решением нормальным. Сейчас я вам дам послушать, как это все звучит. Сначала барабаны, как известно, ну, они просто эффектно звучат, и потом мой старый набор треков, на котором вы можете услышать, как эта вещь звучит у меня здесь, вот в моих условиях, и как-то спроецировать это на свои вкусы и предпочтения. Затем пока, фидерзейн, дорогие мои. Для озорства я снял чиха в позиции записи музыкального теста, но без участия порта и на дефолтных пресетах.